Янтарная столица нашей страны, уютный уголок Европы в самой западной части России. Город с уникальной географией и богатой историей. Российским туристам интересна строгая немецкая архитектура бывшего Кёнигсберга. Иностранным гостям обилие памятников уже советской эпохи. Моя цель – охватить все самое интересное. Это канал Ян Буян, и как вы уже поняли, я приехала в Калининград. Европу без визы и языковых барьеров. В этом выпуске я обойду Калининград вдоль и поперек. А крысы здесь есть? Выясню, где на бывшей немецкой земле проводили страшные опыты. Место, где как раз проводили эксперименты над людьми. И какие тайны хранит заброшенная лечебница для душевнобольных. Нервишки-то шалят. А еще узнаю, кто или что скрывается от глаз туристов. Я прямо как Шерлок Холмс. Европейская архитектура вперемешку с советской. Тонны янтаря и особенная кухня. У меня сейчас будет гастрономический оргазм. Стоит ли ехать на отдых в самый западный регион страны? Об этом прямо сейчас. Калининград, город на берегу Балтийского моря, когда-то был немецким Кёнигсбергом. Переименовали его ровно 75 лет назад, после Великой Отечественной. Удивительно, но советский государственный деятель Михаил Калинин, в честь которого и назвали город, не имел к нему никакого отношения. Просто так вышло, что умер политик в то самое время, когда Кёнигсбергу подбирали новое имя. Куда больше след в этом городе после себя оставил другой человек. Наверное, каждый из нас слышал об Иммануиле Канте. Это философ, который является родоначальником немецкой классической философии. Его имя неразрывно связано с Калининградом. Он тут родился, он тут умер и, соответственно, он тут похоронен. Здесь даже есть целый остров, который так и называется – остров Канта. До войны и во время этот остров назывался Кнайпхоф. Главная его достопримечательность – кафедральный собор, у стен которого и похоронен немецкий философ. А ведь это здание могло быть стерто с лица земли. Интересный факт. Вождь мирового пролетариата питал большое уважение к Канту. И говорят, что именно благодаря этому кафедральный собор после бомбардировок 1944 года был полностью восстановлен. Потому что нельзя было разрушить собор, не затронув могилу. Но собор уже не действующий. Сейчас тут располагается музей и проходят органные концерты. А сейчас я хочу увидеть, пожалуй, самую европейскую часть города. Недалеко от острова Канта раскинулась знаменитая рыбная деревня. Воссозданный уголок старого Кёнигсберга протянулся между Медовым и Высоким мостами. Часть здания выполнена в так называемом орденском стиле, другая часть в стиле барокко и классицизма. Поэтому, если вы думаете, что это отголоски старой Германии, то, увы, нет. Да, рыбную деревню построили совсем недавно, в 2006 году. Когда-то давно на этих улицах жили рыбаки, поэтому район и получил архитектурный стиль немецкого рыбного рынка. И правда, чем не Европа? Тут тебе прогулочные катера, снующие туда-сюда по реке Приголе, и музеи, и отели, и, конечно, множество ресторанов, где подают блюда, которых нет ни в одном другом российском регионе. Копченый угорь, строганина и клопсы. Как можно приехать в Калининград и не попробовать его кухню? На гастрономическое состояние Калининграда повлияли и история, и география.
строганина. Спасибо. Поливайте соусом, лимончиком, соль, перец по вкусу. Все перемешивайте и приятного аппетита. Спасибо. Пожалуйста, это угорь балтийский. Ничего себе. И клопсы кёнигсбергские. Спасибо. Приятного аппетита. Спасибо. Спасибо. Давайте начнем со строганины. Считается, что строганина из пиламиды, родственницы скумбрии, появилась тут случайно. Рецепт привезли моряки рыболовецких кораблей, которые делали закуску для себя из того, что было под рукой, в том числе из выловленной в Атлантике замороженной рыбы. У меня сейчас будет гастрономический оргазм. Я первый раз в жизни ем строганину. И это прям не... Это 10 из 10. Это очень вкусно. Это очень вкусно. Я даже не хочу сейчас ничего другое пробовать. Я хочу съесть эту рыбку. Слушайте, строганина это просто какая-то бомба. Конечно, я сейчас попробую и угорь, попробую и клопсы. Но строганина это просто... Я не знаю, я просто сейчас очень сильно удивлена. Ладно, попробуем сейчас угря. Если честно, бы еще на самом деле знать, как его есть. Рыба в Калининграде главный продукт. Тут ее много, она вкусная. Особенно этот местный балтийский угорь. Он копченый, очень ароматный. Вот, кстати, аромат чувствовался даже когда его просто принесли, до того, как я его разрезала. Господи, как же вкусно. Он очень вкусный. Я теперь даже не знаю, что вкуснее, строганина или угорь. Переходим к клопсам, наследию Восточной Пруссии. По сути, это фрикадельки с соусом из каперсов. Что такое клопсы? Клопсы – это мясо с картошкой. Здесь у нас еще есть свекла. Они, знаете, как тефтельки. Вот спорить не буду, прям очень вкусные. Кто любит мясо, прям понравится. Ой, прям понравится. Может быть, не десяточка, но давайте 9,5 дадим. Но угорь со строганиной это просто... Они потрясающие. Не буду я клопсы есть. Дайте мне, пожалуйста, угря. Оторваться от угря, пиламиды и клопсов сложно, но пора продолжить знакомство с городом. Еще одно место, которое по праву считается европейским, район Амальенау. Здесь в начале 20 века возводили виллы для богатых жителей Кёнигсберга. Правда, после Первой мировой войны роскошные дома строить перестали. Все чаще стали вырастать более дешевые. Поэтому первые строения, которые сохранились до сих пор, считаются достопримечательностями города. Вот, например, вилла построена в 1903 году. Сейчас тут располагается детский сад. На территории сквера между проспектом Мира и улицей Грекова одна из самых узнаваемых скульптурных композиций – борющиеся зубры. Из этой скульптурной композиции связана одна странная традиция, которая существует тут уже полвека. В канун Пасхи мускулистым бронзовым быкам иногда красят некоторые особо примечательные части тел. Правоохранительные органы борются с этой вандальной традицией, но пока безуспешно. После этой истории как-то невольно подумала о психбольнице. Недалеко от Калининграда находится Заброшка, а Заброшки я люблю. Но это не простое место, это место, в котором самое то снимать какие-нибудь ужасы, потому что это заброшенная психиатрическая больница. И называлась она Аленберг. Киса, а ты как, не больная ничем? Оттуда выбежала так? Походу нет. Пойдем со мной, проведешь меня.
Нервишки-то шалят. Аленберг был крупнейшим на территории Восточной Пруссии больничным комплексом, где лечили душевнобольных. Больница Аленберг была открыта в 1852 году и проработала до 1940 года. И в это время здесь случилось просто страшное. Часть пациентов распределили по другим лечебницам или по родственникам, а вот неизлечимо больных убили. В послевоенное время тут располагалась советская, а потом и российская войсковая часть, вплоть до 2013 года. Что будет с этим историческим зданием теперь, неизвестно. Оно постепенно разрушается. Несмотря на ужасы, которые тут творились, и нынешнюю разруху, архитектура вызывает восторг. Красота и качество в одном флаконе. Например, эта лестница, ведущая на башню с часами, явно сделана на века. Страшно-то как, интересно. В Калининграде, пожалуй, много зданий с интересной историей. Как раз одно из таких по моему маршруту. Кёнигсберг всегда был городом-крепостью. Тут постоянно возводили оборонительные сооружения. Форты, последняя оборона Кёнигсберга, строили вокруг города. Всего их 15. Еду к третьему по счету. Друзья, мы находимся на месте второго оборонительного кольца. Это форт номер 3, он является самым большим, построенный в 1878 году. Имеет 2 этажа, на первом этаже были, то есть это казарма, на первом этаже были солдаты, на втором были офицеры. Моего спутника зовут Виталий. Он-то и поможет мне прикоснуться к истории. И сразу к самой страшной. Друзья, мы заходим в то место, где как раз проводили эксперименты над людьми. То есть мы видим вот эти вот сооружения бетонные, где стояли ванны. И когда захватили наши люди форт этот, то как раз в этих ваннах, считается, были люди. Это правда или это все-таки какая-то история Это страшилка? история страшилка, но, как известно, что все-таки немцы проводили эксперименты, и над людьми в том числе, поэтому все возможно. Как известно, в нацистской Германии очень хотели изобрести препараты, усиливающие способности человека. Так что истории о людях в ваннах вполне могут быть правдой. Мы с вами идем во внешнюю часть этого оборонительного форта и сейчас попадем там, где стояли оружие, которые охраняли вход в Кёнигсберг. В постсоветское время, когда форт стал заброшенным и в него стали проникать любопытные, по городу поползли слухи, что в отдаленных подвалах, куда ведут винтовые лестницы, кто-то живет. Якобы некоторые выжившие подопытные. Так что прогуливаться по темным коридорам – то еще удовольствие. А крысы здесь есть? Крысы бывают, лазят, но в принципе здесь, как я говорил, что могут встречаться даже какие-нибудь привидения. Я не знаю, что страшнее. К счастью, ни одной живой подопытной души мы так и не встретили. Хотя, возможно, скоро тут будет очень много людей. На сегодняшний день этот форт находится на реставрации, и считается, что здесь откроется гостиница в стиле лофт.
Ну неужели вот гостиницы будут с такими вот стенами мокрыми? Не знаю, как переиграют, но здесь, в принципе, все сохранилось. То есть можно видеть и потолок, и стены, и пол. Достаточно провести отопление, ставить окна, и будет, мне кажется, зачетная гостиница. Как говорится, поживем и увидим. Но Калининграду и в самом деле не хватает гостиниц. Захотите приехать летом, ищите и бронируйте жилье сильно заранее. Высокий сезон, свободные номера тут по цене золота. Считается, что после войны здесь было найдено огромное количество ценностей, так как в период войны немцы свозили сюда все ценное, и даже есть слухи о том, что здесь где-то, возможно, спрятана янтарная комната. Чудаков, которые хотели найти знаменитую комнату из янтаря, было немало, но пока удача никому не улыбнулась. В этом городе какое-то немыслимое количество памятников разных эпох. Есть совсем крохотные и забавные. Видите вот этого маленького очаровашку? Это хомлин. Хомлины – мифологические существа, которые живут на берегах Балтики, рядом с людьми. Ну и периодически заимствуют у нас вещи и еду. Ну прямо как домовые. Но хомлины приносят счастье и добро, а по ночам мастерят изделия из янтаря. Интересно, а они кладут янтарь вместо потерянного носка? Все хомлины – члены одной семьи. Говорят, скоро будет 7 таких фигурок, но пока их 5 в самых разных местах города. Вот мы и нашли и бабушку Хомлин. Это жена деда, и зовут ее Марта. А вот и сестренка. На улитке она, видимо, потому что находится возле зоопарка. Кстати, имена им придумывают местные жители. Вот эту вот озорницу зовут Уля. Я прямо как Шерлок Холмс. Последний герой, которого установили в городе, это Хомлин Папа. Зовут его Лео в честь Леонардо да Винчи. И это самый творческий персонаж. Смотрите, какой он задумчивый. Возможно, он обдумывает новый шедевр – Хомлин Лиза. Хомлинов ищут, фотографируют и даже ухаживают за ними. Чтобы любители янтаря не мерзли, зимой их укутывают в вязаные вещицы. Ну милота же! К слову о янтаре. Вы только представьте, более 90% мировых запасов солнечного камня принадлежит Калининградской области. Предлагаю посмотреть на самые удачные находки. Светлана, расскажите, пожалуйста, мне о янтаре. Это может быть очень долгим разговор, потому что янтарь является национальным достоянием, гордостью нашей страны и безусловным брендом Калининградской области. А на самом деле речь идет об ископаемой древнейшей смоле, окаменевшей много десятков миллионов лет тому назад. Десятки лет Калининградский янтарный комбинат работает с таким уникальным материалом. Это единственное в стране и крупнейшее в мире действующее предприятие, которое ведет добычу янтаря в карьерах. А мы сейчас с вами находимся в выставочном зале, который был создан специально в 2017 году для всех неравнодушных, всех тех, кто хочет узнать о янтаре как можно больше. В коллекции самый разный янтарь и по цвету, и по весу, и по стоимости. Если все попадут на аукцион, комбинат может выручить несколько миллионов долларов. Камни эти можно рассматривать до бесконечности, потому что они вызывают у разных людей разные ассоциации. Пользуясь случаем, я бы хотела обратить ваше внимание на относительно небольшой образец. Он весит всего килограмм. Это сердце янтарное. Примечательная история, что Ренат Акчурин, знаменитый кардиохирург, который был у нас в гостях и тоже любовался этой коллекцией, увидев именно этот самородок, сказал, что по цвету, и это большая редкость, по форме, по объему, по весу и даже по нахождению вот таких классических земляных пятен на нем, этот образец полностью соответствует сердцу взрослого человека. Ничего себе. А уникальность заключается в том, что этот камень был создан самой природой, величайшим художником всех времен и народов, примерно 45 миллионов лет назад. Экспонаты можно разглядывать бесконечно, но янтарными могут быть не только украшения, но и пляж.
Первый пляж в России, который был награжден голубым флагом, это пляж Янтарный. И, конечно, я не могла не приехать сюда. Отличное место для семейного отдыха. И батуты, и лестницы с горками, и спортивные площадки. Пляж что надо. Советую. В самом Калининграде тоже есть красивые места у воды. Очень интересная локация в городе – это набережная около музея Мирового океана. Музей на самом деле очень большой – 5200 квадратных метров, и он насчитывает 60 тысяч экспонатов. Но я хотела посмотреть только на один – на батискаф, в котором спускался Джеймс Кэмерон, когда снимал фильм «Титаник». Но мне не повезло, музей закрыт. Но именно где-то здесь находится еще одна фигурка Хомлина. Давайте хотя бы ее найдем. Вот он, очаровашка-морячок. Кстати, зовут его Виктор. Сос. Ставьте лайки, ставьте лайки, ставьте лайки. Здесь можно посетить подводную лодку, можно посетить корабли. Но музей работает до 5:30. И с этим я пролетела тоже. Но все равно, даже без музеев, это место стоит посетить. Здесь очень много экспонатов на улице. И смотреть на них можно совершенно бесплатно. Вот на такой штуке я еще ни разу не сидела. Сверхмалая подводная лодка «Тритон». Ну ладно. Конечно, не весь Калининград похож на европейский город. Все-таки в 1946 он стал советским. Вот, например, Дом Советов. Возводить это здание начали в 70-м, но оно до сих пор остается недостроем. Дом Советов находится на месте разрушенного Кёнигсбергского замка. И кто бы ни говорил, что он ужасен, он является своего рода достопримечательностью города. Но стоять ему осталось недолго, уже утвержден проект о его сносе. И вместо него появятся офисные комплексы, гостиницы, магазины. Многим калининградцам не нравится этот проект, но время покажет, что в итоге из этого выйдет. Но согласитесь, все же удивительный город, со своими плюсами и минусами. Равнодушным он точно не оставит никого. Где еще витает такой неповторимый дух разных миров? Действительно, тут пересекаются несколько исторических эпох и культурных традиций. Все же правду говорят о Калининграде. Это уже не Россия, но еще не Европа. Наверное, в этом и есть неповторимая черта этого города. Это был Ян Буян. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите в комментариях, понравилось ли вам это видео. Следующее уже через неделю. И напоследок предупрежу, со мной вы будете скучать по местам, в которых еще не бывали. Пока-пока. Thank you.